Мне очень с трудом даются прогулки одной, но я просто порой забываю, что я живу в Германии, и что не в какой-то деревне, а прямо в городе, где ты идешь, и там такое красивое здание. Конечно, была зима, и как бы там не погулять, не посидеть нигде, но сегодня я решила, что все, надо выгулять свою задницу, которая уже засиделась дома. Этот турецкий Паша не дает мне покоя, потому что он орет и орет, и они не уходят из этого места. Упс, айди. Слушайте, это утки. Такая у меня была реакция на вдруг приплывшего лебедя. Как Васик с дома. Я каким-то таким интересным способом вложила эту камеру на дерево, но кадр идеальный. Боюсь, что мой MacBook украдут, надо его поставить сюда. А где мой телефон? Насколько можно быть тупой, чтобы искать телефон, на который я снимаю это видео? Класс! Сегодня у меня вообще были совершенно другие планы. Потом они поменялись, и я зря собралась. И потом расстроилась. Потом думаю, блин, что делать? У нас сегодня плюс 18 градусов. Я подумала, надо как-то на улицу. Просто посижу здесь, суши, все дела. Сейчас здесь сидела и понимаю, насколько просто, неожиданно и как-то по-обычному сделала меня такая прогулка счастливой. Типа, я не могу сказать, что типа, я вот прям вау, я счастлива. Я вот просто наслаждаюсь этим всем. Оно как-то какое-то милое времяпрепровождение с собой, то, что ты находишь в себе силы выйти одному куда-то в город, куда-то сесть, в людное место. Ну, хотя с этим у меня нету проблем, но в плане того, что ты делаешь что-то для себя, что-то такое прикольное. Я бы назвала даже это каким-то свиданием. Ты сидишь такое у озера, кушаешь суши, достаешь свой MacBook, ты сидишь, монтируешь, занимаешься своими делами, от которых ты кайфуешь, и моя прическа, блин, когда ветер дует. Ехала сюда и ловила себя на мысли, боже, почему я не гуляла по Ганноверу? Я живу в этом городе уже 5-й год, но очень редко выхожу и гуляю вот в таких вот местах. Почему я не гуляю в таких местах? Я не понимаю. И почему я вообще не гуляю одна? И сегодня я вышла и такая думаю, все, надо преодолеть себя, надо преодолеть свои вот эти вот какие-то установки, что типа здесь негде гулять, я не хочу, я не люблю гулять одна и все дела. Это меняется очень быстро, когда ты выходишь, погода на улице классная, ты взял с собой свое любимое дело, ты покупаешь себе еды, садишься и просто, даже не заставляя себя, сидишь здесь. Вот если вы хотите куда-то что-то сделать, у вас нету мотивации, возьмите с собой еды, возьмите с собой вкусной еды, купите себе классную вкусную еду, позвольте себе хоть раз в месяц, не знаю, купить какие-то классные суши. Ладно, я купила суши из супермаркета, но они очень вкусные. И просто выйдите, погуляйте одни. Это сложно дается всегда, мне очень лично, но через буквально минут 10 именно с этим настроем, что вы идете гулять одни, и вам никто не помешает. Это приносит удовольствие, и потом уже даже как-то не хочется с кем-то видеться. Мне даже пришлось сейчас отменить встречу, потому что я захотела посидеть одна все-таки. А вот я начинаю мерзнуть, потому что вроде бы 16 градусов, но, ребята, у нас пасмурно. А у меня под штанами впервые ничего нету. Обычно я ношу с собой колготки. Не с собой, а на ногах. Редхаус. Это, по-моему, нехорошо, потому что там есть дорожка, а я иду
прямо здесь. Я уже представляю, что совсем скоро в этой руке у меня будет не этот легенький iPhone, а целая камера со штативом. Я покажу вам этот Rathaus со всех сторон, но он очень красивый. Представляете, насколько давно я просто не шла по улице, улыбаясь. А я иду, я не могу сдержать улыбки. Я смотрю на людей, я улыбаюсь. Сегодня, пока ехала в автобусе, людей толкучка нереальная. Я могла бы быть взбешная. Я могла бы испортить себе всю прогулку, потому что вот реально в автобусе не было места, но все люди смеялись, всем было смешно от того, что нету места, то, что все друг друга обнимают. Это больше укрепило хорошее это настроение, то, что, несмотря что происходит, надо оставаться на позитиве. Сейчас иду, рассматриваю окрестности, на улице тепло. От этого еще приятнее, потому что зимой, когда я гуляю, я не люблю улицу, я не люблю на нее смотреть, я не люблю ей наслаждаться. Когда тепло, ты такой гуляешь, такой, блин, вау, красота. И мне кажется, вот у меня снова возвращается это чувство, вот эта вот эмоция, которую я давно не испытывала. Такое вот какое-то неосознанное счастье. Когда я маленькая была, то я каждый раз 31 мая 00:00, ну то есть на 1 июня, кричала «Ура, лето!» И именно вот это вот ожидание самого этого первого дня, это было просто такие эмоции, а сейчас я испытываю такое же чувство. И вообще за все эти каникулы столько всяких разных чувств вернулось ко мне. Мне кажется, что-то меня услышала. Или я что-то уже поняла, осознала, что снова разблокировала все эти чувства. У меня, кстати, еще была идея снять на эту тему фильм. И камеру, может быть, я сегодня вечером закажу, я не знаю. И посмотрим. И, может быть, начну его уже снимать. Но я очень хочу. Ребята, жизнь налаживается. Спустя миллиард лет обдумий, поиск самого выгодного предложения, как обычно Нелли любит, сэкономить. Мне это реально приносит удовольствие. Я не экономлю на себе, но когда я найду выгодное предложение, я счастлива. В общем, я собираюсь это заказать. Такая музыка красивая. Я просто сегодня такая, блин, конечно, я могу дальше продолжать снимать на телефон, но я слишком много жизни снимаю на телефон просто. И можно для каких-то особенных дней поменять и качество. Мне это делает счастливой, что я могу себе такое позволить. Я очень хочу снять какие-то красивые кадры этим летом и сделать из них фильм классный. Заказываем или нет? Мне страшно. Была не была. Музыка очень в тему. Господи, я люблю себя. Спасибо вообще за то, что я работаю, зарабатываю деньги и могу позволить себе такое. Вот на такие вещи стоит копить денег. Я очень рада. Очень. Боже, я только что... Офигеть. Я только что потратила 60 тысяч рублей. 800 евро. Ребята. Чем дольше я плачу, тем сильнее. Ну, просто я не знаю, как это описать. Мне кажется, это был, 2016 год. Я тогда купила свою первую GoPro камеру на деньги, которые мне подарили на день рождения.
такую маленькую золотую. На нее мы сняли лето в Башкортостане. Это видео до сих пор я его пересматриваю. В 2016 году я начала постоянно все снимать. Сначала какие-то поездки, а потом, приехав сюда, когда-то в 2020 году я начала снимать каждый момент, каждую секунду, которую я считала какой-то необычной. Сначала на эту GoPro камеру, потом на свой телефон. Не помню, как он даже назывался. Потом у меня был Samsung, который я сама себе тоже купила, но с денег, который мне дарили тоже на день рождения. И тогда я начала снимать очень много всего. Я очень много моментов запечатлила. А потом, 21 ноября, я покупаю свой первый iPhone. Но это уже мои деньги, заработанные на новой работе. А до этого я купила iPad, потом iPhone, потом MacBook, а сейчас эту камеру. Боже, вы не представляете, сколько денег у меня на это ушло, но эти инвестиции я вложила теперь в еще больше воспоминаний, которые я могу запечатлеть на 256 гигабайтов этого телефона. На iPad я могу сохранить все свои тетради, книги, все, что мне нужно для школы в одном месте. На макбуке я могу офигенно монтировать, я только привыкаю, и мне очень нравится. Я скоро войду во вкус, и меня не остановить уже будет. Ай, я плачу, потому что горжусь. Мне просто, типа, я такая молодец. Работаю, стараюсь. Чтобы мне заработать на эту камеру, мне нужно было работать часов 80 примерно. Но я это сделала. А на MacBook, а на этот телефон. Я не хочу это считать все вместе. Я просто машина. А все благодаря Германии и возможностям здесь. Потому что я могу здесь работать и зарабатывать деньги. Даже вот столько много. Для меня это очень много. Будто бы жизнь начинается заново. Все возможно. Я столько мечт уже своих исполнила, не задумываясь. Вот мой тату заживает. Я снимаю на свой iPhone. Сижу рядом с iPad'ом. У меня в комнате лежит мой MacBook Pro. Извините меня. Я заказала себе камеру. Очень хорошую. И буду на нее снимать свою жизнь и свои последующие путешествия. Мне просто еще так эмоционален тот факт, что на эту камеру я буду снимать здесь, что происходит сейчас, а потом когда-то эта камера отправится со мной в большое длинное путешествие. И очень на это надеюсь. Боже, я люблю свою жизнь теперь, наконец-то. Теперь она в моих руках. Вы просто послушайте, как птицы поют громко. Я когда вышла на улицу сегодня, у меня опять какое-то такое домашнее чувство появилось. Такое приятное, такое какое-то даже чувство безопасности и такого счастья, потому что оно мне напомнило какой-то момент из детства. Ребята, поздравьте меня. Хочешь подарю? Боюсь ее открывать. Знаешь, сколько она стоила? 750 евро. У тебя богатая сестра. Жмут. В смысле жмут? Ну, какой сестре до тебе? Вау, я вообще прям профи буду.
Это я просто сделала гульку и лежала с ней примерно 2 часа. Камера зарядилась. Офигеть. А куда нажимать? Я не понимаю. Почему у меня макросъемка какая-то? То чувство, когда покупаешь дорогие вещи, не знаешь, как они работают. Я случайно сняла слоумо. Вы видите вот это вот? А это видите? А это видите? Я это вижу. И это мое. Это было буквально 3 месяца назад. Просто мечта. Я просто захотела. Я просто позволила себе это захотеть. Покупаем гайды, потому как сделать карту желаний, которая сбывается. На самом деле нет. Я работала как собака для этой камеры. Она мне просто так с луны не свалилась, но я ее захотела, и я ее купила. Фу. Короче, следующие мои накопления это будет уже что-то на путешествие, потому что у меня техники достаточно. Это микрофон, камера, MacBook, iPad. А это уже пришла наша волшебная палочка для камеры. Распаковка не меня. Ребята, эта штука стоила 200 евро, но я купила ее со скидкой за 90. Даже кулечек положили. Гляньте, как она стоит. Ну теперь я прям максимально профессиональный блогер.